Как обещала вам, раб- показываю сейчас помощь 4 трав. Я хотела снять видеоролик и, собственно говоря, все это показать. Но работа настолько объемная, такая большая работа, ритуал, и объяснение, и прочее, прочее. И боюсь, что я не уложусь просто в 33 минуты. Поэтому я показываю вам в прямом эфире и попросила бы вопросов не задавать, просто смотрите, как и что должно происходить. Вначале хочу сказать о одной курятине, которая ищет по всем сайтам хоть одно слово, похожее на мои работы, чтобы гавкнуть. Если кому интересно, ритуал Хюррем Султан – это из серии ритуалы великих людей, которые я выкладывала и буду выкладывать. И там на украинском языке есть заговор против врагов. И вот эти курицы теперь по сайтам шастают, похожие слова ищут, что-то еще. Так вот, курятина Хюррем, она же Александра Лисовская, она же Настя Лисовская, несколько есть различных версий. Она была из Украины, она была украинка. Так что тут удивительного, что отправленный ей заговор на украинском мог сохраниться веками в разных вариантах. Ведь я сказала, откуда этот заговор взят. Курицы. Вы понимаете, что когда я отдаю работу других людей, великих людей, очень редкие работы, у некоторых этих заговоров есть альтернатива, другие версии сохранились. Некоторые не сохранились, только как бы дошли в таком варианте и, может быть, до единичных людей. Поэтому что ты хочешь кому доказать, так и не поняла. Мне достаточно было прочитать заглавие, я поняла, о чем там несут фигню. В общем, давайте дальше кудахтайте, а я здесь буду работать. Итак, друзья мои, ой, извиняюсь, открытие дорог. Я дарила вам много ритуалов, но поскольку люди разные, энергии у всех людей разные, поэтому... Да что ж такое? И ритуалы должны быть разные, чтобы у человека был выбор. Итак, что нужно для этого ритуала? Для начала. Свечи, 4 свечи черные, которые расставлены крест-накрест, как перекресток. Видите? Дальше черная нить, которым связывает вот 2 эти свечи, 2 те свечи. Получается у нас перекресток. Это второй этап работы. Здесь несколько этапов. Второе. Вам понадобится котелок или какая-нибудь емкость, где будете сжигать травы. Далее. 4 камня, взятые из 4 дорог. Не перекрестков, а дорог. Вот 4 дороги, и вы должны взять 4 камня. Возвращать не тем же дорогам, конечно, не обязательно тем же, но из 4 дорог должны были быть взяты эти камни. Потому что вы открываете дороги свои. Зачастую дороги человека закрыты, потому как силы не хотят отпустить. Это какая-то некая защита сил. Вот тебе кажется, что тебе очень хочется поехать куда-то работать, и это такая перспектива. И вот не получается, ты расстраиваешься. На самом деле потом выясняется, что если бы ты поехала, тебя бы ждало рабство или еще что-нибудь страшное. И тебя просто сберегли. Так что такие моменты тоже бывают. Не все воспринимайте остро. Иногда силы берегут человека даже вопреки его желанию и воле. Но если вы не видите каких-либо опасностей, если это не рисковая какая-то работа, ну вот никак не получается, никак не идет вперед. Что делать в этой ситуации? Проведите ритуал. Есть много ритуалов, есть Гордиев узел, который очень... Да, это копия кольца Кюсем, Кюсем Султан. Это кольцо напоминает башню. Это кольцо преподнесли ей янычары.
намекая на то, что она для них крепость, башня, за которыми они могут укрыться и спокойно жить. То есть она железная женщина. Это копия вот такого, того кольца исторического. Вот это мне отправили в подарок. Так вот, что я хотела вам сказать. Да, это давно было подарено, я уже показывала. Ритуалов много различных, открыть денежные пути, выжечь дорогу к деньгам. Попробуйте несколько, попробуйте один. Знаете, некоторые не получается, а один попробовали, и сразу пробилась дорога, и сразу получилось. И вот и такое возможно. Так вот, дальше. Э, Вам понадобится, добрый-добрый вечер всем, 4 свечи, вот, крест-накрест, черная нить. Нужно вот так вот привязать и сделать вот перекресток. К сожалению, здесь не знаю, как вспышку включить, поэтому все время так немножко темная съемка, но не страшно. Далее. Котелок. 4 камня нужно подобрать, найти заранее из 4 дорог. Ну, можно заранее спрятать, хранить не обязательно в тот же день. Ножницы. Любые ножницы. Ну, желательно те, которыми вы потом не будете пользоваться там часто. То есть специально возьмите какие-нибудь ножницы именно для таких работ. Далее. И 4 травы. Сейчас я вам подробно покажу. Подождите, вот так поставлю, чтобы было видно. Именно эти травы. Других трав быть не должно. Значит, первое. Это у нас можжевельник. Вот он. Это самые, скажем так, такие сильные травы в магии. И используются они в определенных ритуалах, в темных, как правило. Это не только для чистки, это травы, которые связывают нас с миром потусторонним, скажем так, с миром духов. Добрый вечер. Можжевельник, можно горный можжевельник, можно обычный можжевельник, не имеет значения. Считалось, что ветка можжевельника охраняет в пути и в дороге. Поэтому брали можжевельник с собой, особенно европейские народы, у них такое поверье. Далее считалось, что злые духи, они задыхаются от запаха можжевельника и не могут подойти к дому. Вообще можжевельник хранят возле, где шубы у вас и так далее, от моли, от всяких там насекомых, да и вообще очищает пространство. Когда можжевельник начинает сыпаться, значит, она забирает на себя эту черную энергию. Нужно сменить или выкинуть, ну просто выкинуть, сжечь, без разницы. Можжевельник, вот. Далее, значит, полынь горькая. Есть несколько разновидностей. Вообще полынь вся горькая. Нет не горькой полыни. Но серебристая полынь, вот эта вот, она особенно горькая. Любую полынь здесь можете взять. Любая подходит. Полынь особенная в магии. Полынь не просто обладает там лечебными свойствами. Делали настойку полыни. Помогала очистить, там, убрать внутренний гной, помогала женщинам открыть рождаемые функции. То есть считалось, что если полынь, то есть настойка полыни убирает всякое там всячину и заставляет женским органам не лениться. Потому что бывает, что женщина полностью здорова, а вот не может, не получается родить ребенка. Говорили, что ленятся женские органы. Ну, откройте травы в магии, мою лекцию, и прям все это послушайте. От сглаз, от порчи. Вот, например, жрицы богини Изиды носили на голове венки с полынью, украшали ее храм, считалось, что она очищается, и то есть она от злых именно сил, не темных, потому что сила это совершенно иное. Темная сила это дебри, да, магии, это
избранным только дано было. А злая сила – это как раз та сила, которая приносит, э, гусит страдания, болезни и так далее. Так вот, вот злой силой. Далее. Могильник. Могильник не просто так назвали могильник. Чаще всего они росли на старинных заброшенных склепах и могилах. Считалось, что это сами мертвые взращивают здесь эту траву, а потом начали эту траву использовать во всяких там медиумных таких сеансах, вызовах духов и так далее. Считалось, что полынь помогает соединиться с мертвым миром, что полынь убирает вот эти тонкие врата, которые нам неведомы, да, и открывает дорогу духом. То есть она создает невидимую дорогу, по которой духи приходят в наш мир и общаются с нами. Ну или они, значит, нас слышат и помогают, если мы их зовем. Вот, извиняюсь, могильник. Неправильно сказал, да? Могильник это касается. И папоротник. Папоротник. Вы знаете, что нашедший цветок папоротника вообще в истории нет цветка папоротника. Если там кто-то где-то показывал, это, как правило, имитации и прочее. Считалось, что если кто-то, особенно в Ивана Купалу, найдет цветок папоротника, он будет счастлив, он будет богат. Знаете, люди всегда испокон веков, тысячелетиями стремились быть счастливыми, богатыми и так далее, но при этом, чтобы ничего не делать. Просто найти папоротник, и на этом все. Да, вот там лежал на печи Иван Дурачок, а потом раз и оттяпал полцарства, и еще и Василисушку, еще кого-то, только из-за того, что там что-то там сказал или щуку поймал, которая за него все сделала. Вот о чем речь. Это психология человека. Ничего не делать. И сейчас люди такие же. Они почему покупают всякие чудодейственные браслеты и прочее, прочее? Потому что это для них такое, знаете, иллюзия чуда. Я ничего не буду делать, возьму какой-то браслет или зажгу какую-то свечу, и ко мне придут там все блага мира. Как правило. Или они ищут у себя, например, какие-то приметы. Мне тоже иногда пишут, вот такие вот, значит, эти родимые пятна говорят о том, что я буду богатый человек, а вот какое-то там красное родимое пятно говорит о богатстве, о удачливости и так далее. И я говорю, э, послушайте, вам сколько лет? Она, ну вот мне там 48, там, я говорю, а вы за 48 лет вот чего добились в жизни вообще? Ну, по сути, вот ничего не смогла и так далее. Я говорю, ну тогда у вас это не действует, понимаете? Если человек одаренный, если он еще стремится, если он еще просит эти силы, да, уважает мир духов, и при всем этом работает, старается, конечно, и эти приметы, и все остальное будут срабатывать с тройным, я не знаю, с тройной силой. А если человек абсолютно ничего не хочет делать, и он считает, что у него раз уж, да, раз уж у него там родимые пятна, значит, у него предназначение, потому что где-то прочитала, что родимое пятно там где-то на лбу красное означает, что она будет богатой. Но при этом богатство что-то не идет. Понимаете, в чем? Не нужно концентрироваться на именно каких-то знаках. Не в этом вся суть. Это дополнение ко всему. Дополнение просто. Вот у меня, например, три родинки на лбу. То есть они так расположены, что получается треугольник, знак богини. Мне это говорили в детстве, еще маме моей сказали. Так отодвинули мои волосы и сказали, ой, знак богини. Она будет известный человек. И все посмеялись и забыли про это. Но вот сидеть и думать, что вот у меня же три этих родимых пятна на лбу, это значит, я должна быть известной. Зачем мне работать, зачем мне стараться? Так я на диван лягу, и мне предназначение такое, я должна быть известной, я ничего не знаю. Понимаете, да, по сути, она была права, действительно так и случилось. Но благодаря моему труду, да, а эти пятна просто дали понять, что я к этому буду стремиться и этого достигну. Вот и все. Дальше, значит, папоротник считается растением силы.
Папоротник охраняет дом от вора. Знайте об этом. Можно хранить папоротник, но при этом заговорите, как я вас учила, да, вот от вора, просто заговор. Возле двери, если повесить папоротник, то человек, который вам один раз придет, второй раз не придет. Что-то там случится, и человек не доедет или передумает и прочее. В приворотах папоротник используется, ну, много где. Сейчас мы и не будем особо долго говорить, но я говорю, почему именно эти травы? Потому что эти травы считаются самые темные проводники между миром людей и духов. Можжевельник, он чаще используется и в порчах, в том числе, чтобы вы знали. Он сильный, то есть это призыв духов. Без разницы, какое ты задание даешь духам на самом деле. Просто хочу, чтобы вы поняли, что дело не в траве. Некоторые идиоты, ой, эта трава в порчах используется. Да какая разница, в чем она используется? Эта трава открывает врата тонкого мира. А там приходят духи. И что ты там им дашь, какое задание, что попросишь, если у тебя есть власть, то они исполнят. Трава здесь ни при чем. Трава играет просто роль посредника, открывателя этих врат. Так вот, можжевельник, полынь, желательно серебристая, но подойдет любая полынь, в принципе. Значит, если я не ошибаюсь, в научном мире гермала называется, да, могильник. И папоротник. Эти все травы можно найти и заказать. Для начала. Люди, которые продают эти травы, и да, магазины Гармала, да, магазины, которые действительно этим занимаются, они продают в хорошем качестве эти травы, они высушенные как положено и так далее. Далее. Вот с травами разобрались. Дальше. Вот заказали эти травы. Берете заранее, значит, камни, обычные камни с 4 дорог, разных дорог. Может дорога быть, скажем так, ну, скажите мне, лесная тропа или проходимая дорога, да, человеческая, имеется в виду, используемые людьми, без разницы. 4 дороги. Камни подготовили. Свечи должны быть черный воск, другого нельзя, и все. И не надо задавать вопрос. А если нет, что делать? Что делать? Не делать. Делать другой ритуал, где это не требуется. Черная нить, значит, вот все. Ножницы. И начинаем. Первое, что нужно делать. Начитываем и зажигаем травы. Сейчас, секунду, я открою, потому как это запомнить нереально и не нужно. Но нужно несколько раз в мыслях перечитывать, чтобы потом уже беспрепятственно прочитать. Читать нужно 4 раза. И после того, как начнете сжигать траву, можете добавить спирт, можете добавить определенные зажигательные там смеси или что там есть, потому как очень может быть, что трава вот так сама по себе тяжело будет гореть, то есть помочь траве. Вот таким образом мы с вами так, давайте эти травы зажигаем. Угу. Нет, мы не проводим вместе, не надо переживать, что вы опоздали. Я просто в прямом эфире показываю, что надо делать. Так, значит, сейчас я возьму еще чуть-чуть этой смеси, поскольку она так сама по себе гореть не будет. Это всего лишь парафин. Ну, естественно, бензин не берите, понятное дело, и всякое такое. Во-первых, это опасно, во-вторых, не стоит такое перемешивать. А это всего лишь из парафина. То есть это все равно, как свечу туда поставить. Поэтому она будет гореть. И нам нужно, чтобы трава прям нормально, хорошо начала гореть. Нет, тебе еще
нужно еще надо камни из дорог 4 взять. Просто так нельзя. Чтобы оно нет, чтобы оно получилось, нужно собрать и найти все то, что нужно для этого ритуала. Это средство. Да, вот для розжига. Вот. Продается для каминов, для костров и полно везде. Так, зажигаем. Добрый. Нет, с пляжа не пойдет. Камни не должны быть просто камни какие-нибудь. Камни должны быть обязательно с дорог. По-другому нельзя. Вот. Видите, как хорошо горит прямо. Ну вот и замечательно. Вот, пока горит, пусть травы горят себе спокойненько, мы с вами будем читать. 4 травы мне помощницы, заступники. Силу 4 трав воедино соединяю, силами древними заклинаю, на помощь духов призываю. Травы, травушки, вы за мою судьбу плакали и плакали, все слезы выплакали, недолю всю и горечь слезами смыли, всякую хворь, всякое зло с дороги убрали, пути мои открыли. Гори, гори, пламя ярое, силой ярой. 4 трав. Не пишите вопросы, я отвлекаюсь. Препятствия убраны. Плачьте травы, проливая слезы, оплакивайте беды и печали. Травы догорят, беды испепелятся. Страсти земные, наветы людские, неудачи, невезения, проклятия, призоры и уроки силой травы вас снимаю и во сырую землю отправляю. Ходи, извиняюсь, ходы тайные отворяю. Зря я в прямом эфире, ну да ладно, мне не хватило бы времени так показать. Просто отвлекаюсь. Лучше я, наверное, отключу сейчас. Все. Именем тьмы и света, криком младенца и последним вздохом умирающего, печатью луны и солнца, земли и воды и силы вечных богов заклинаю. Пусть дымом 4 трав уходит и исчезнет всякое препятствие, и те, кто эти препятствия мне создает. Да будет так. Еще раз читаем. 4 раза нужно читать, пока трава горит. Даже если трава сгорит, неважно, вы 4 раза читаете. Хочу вам сказать, что основа такого ритуала, она очень древняя. То есть ведьмы, когда видели, что человеку невозможно помочь, никак не получается, говорили, какую траву найти, камни с 4 дорог, и давали особое заклинание. Но я хочу сказать, что эти заклинания до нас не дошли, или если дошли, они в семьях своих хранятся, никому оно не дано. Но восстановить, согласно вот этой всей этнологии и так далее, это возможно, естественно, не всем людям. Мне да. И поэтому я вот на основе этой традиции «Сила 4 трав» создала для вас эту работу. И она очень сильная. Если вот никак не открывается ничего, попробуйте сделать. Много времени у вас не потребуется. Там за неделю все закажете, соберете, зато у вас резко все откроется. Итак, еще раз читаю. Вопросы здесь не задаем. Я отвлекаюсь. 4
4 травы мне помощницы, заступники. Силу 4 трав соединяю. Силами древними заклинаю. На помощь духов призываю. Травы, травушки, вы за мою судьбу плакали и плакали. Все слезы выплакали. Недолю всю и горечь слезами смыли. Всякую хворь, всякое зло с дороги пути мои открыли. Гори, гори, пламя ярое. Силой 4 трав препятствия убраны. Плачьте, травы, проливая слезы, оплакивайте беды и печали. Травы догорят, беды испепелятся. Страсти земные, наветы людские, неудачи, невезения. Проклятия, призоры и уроки, силой травы. Вас снимаю и вас в землю отправляю. Ходи, ходы. Тайны, я вечно сама пишу так, что не могу потом. Ходы тайные отворяю именем тьмы и света, криком младенца и последним вздохом умирающего, печатью луны и солнца, земли и воды, силой вечных богов. Заклинаю, пусть дымом 4 трав уходит и исчезнет всякое препятствие, и те, кто эти препятствия мне создает. Да будет так, заклято. Четыре травы мне помощницы, заступники. Силу 4 трав воедино соединяю. Силами древними заклинаю, на помощь духов призываю. Травы, травушки, вы за мою судьбу плакали и плакали. Все слезы выплакали. Недолю всю и горечь слезами смыли. Всякую хворь, всякое зло с дороги моей убрали. Пути открыли. Гори, гори, пламя ярое. Силой 4 трав, препятствия убраны. Плачьте, травы, проливая слезы, оплакивайте беды и печали. Травы догорят, беды испепелятся. Страсти земные, наветы людские, неудачи, невезения, проклятия, призоры и уроки. Силой травы вас снимаю и вас сыру землю отправляю, ходы тайные отворяю, именем тьмы и света, криком младенца и последним вздохом умирающего, печатью луны и солнца, земли и воды, силой вечных богов. Заклинаю, пусть дымом 4 трав уходит и исчезнет всякое препятствие, и те, кто эти препятствия мне создает, да будет так. Это очень сильная работа, поэтому я вам говорю еще раз, дорогие друзья, провести можно только в критические моменты. Нельзя постоянно это делать. Раз там месяц, раз в неделю. Нет. Желательно вообще больше 4 раз в год и не делать их. И не понадобится на самом деле. Откроется на долгое время. Ой. Вот на кой черт я пальцы туда сунула? Всегда рядом ставьте стакан с водой. На всякий случай. Потому что во время ритуалов пламя бывает очень агрессивные. Ну вот я не следую этому, а вот зря надо будет самой тоже это делать. На всякий случай соблюдать безопасность. Здесь окуривается, потом надо будет открыть. Ничего страшного. 4 травы мне помощники, заступники. Силу 4 трав воедино соединяю. Силами древними заклинаю. На помощь духов призываю. Травы, травушки, вы за мою судьбу плакали и плакали. Все слезы выплакали. Недолю все и горечь слезами смыли. Всякую хворь, всякое зло с дороги убрали. Пути открыли. Гори, гори, пламя ярое, сила 4 трав. Препятствия убраны. Плачьте, травы, проливая слезы, оплакивайте беды и печали. Травы догорят, беды испепелятся. Страсти земные, наветы людские, неудачи, невезения, проклятия, призоры и уроки. Силой травы вас снимаю и вас сыру землю отправляю. Ходы тайные отворяю именем тьмы и света, криком младенца и последним вздохом умирающего, печатью луны и солнца, земли и воды, и силой вечных богов заклинаю. Пусть дымом 4 трав уходит и исчезает всякое препятствие, и те, кто эти препятствия мне создают, да будет так. Итак, друзья мои, хочу вам сказать, что желательно этот ритуал не проводить ни в какие праздники. Объясню почему. У праздников особая энергетика. Нужно, чтобы пространство было свободное.
поменьше вот всяких мероприятий и так далее, такие вот нейтральные дни проводят обязательно вечером. Обязательно проводят вечером или в сумерки. Кто там что пишет? Вот не люблю прямой эфир, поэтому они мне на нервы действуют. Я пока не смотрю, ладно уж. Потом посмотрим, что там такое. Итак, трава горит. Ну, бывает, ладно, Быкова, может быть, быкам хвосты крутила и не туда заехала. Так бывает. Дальше. Вот после того, как вы это начитали, но если у вас пожарные, езжайте на даче, проведите, я не знаю, где-нибудь еще, в конце концов. Что я теперь могу сделать? Ну, вот так вот. Этот ритуал требует вот так провести. Смотрите. Зажигаете. И, значит, свечи зажигаете и начинаете читать 4 раза. Когда 4 раза дочитали, свечи нужно потушить, вместе соединить и снизу срезать нить, открывая дорогу. Но я вам покажу. Теперь читаем 4 раза. Зло горит в огне, беды убираются, дорога моя открывается, юг, запад, север, восток. Все исполнится в срок. Еще раз. Зло горит в огне, беды убираются, дорога моя открывается. Юг, запад, север, восток. Все исполнится в срок. Зло горит в огне, беды убираются, дорога моя открывается. Юг, запад, север, восток. Все исполнится в срок. Не помню, по-моему, 4 раза начитала. Нет, нельзя применять никакие другие травы. Вот те, которые есть. Ни в свечах, ни в чем-то другом. Не задавайте глупые вопросы, пожалуйста. Я устала отвечать одно и то же. Вот вы сказали 4 раза эти слова. Теперь немного ждите, пока свечи начнут догорать. Ну, не догорать, а слегка хотя бы там сгорят черные свечи. Ой, бля, как мне надоели, ей-богу. А глаза, посмотрите, разуйте. Хватит задавать вопросы. Потом включите по новой прямой эфир и посмотрите. Хватит, люди. У меня, правда, уже начинает терпение лопаться. Надоело. Вы зашли с половины, потом посмотрите и поймете, зачем задавать вопросы. Юкаламане. Так, вот показываю просто наглядно здесь, чтобы было видно больше. Секунду. Вот смотрите. 4 раза произнесли. Свечи начали гореть, когда вы зажгли. Теперь вот так тушим. Нельзя дуть свечи. Или пальцем, или гасилкой. Ну, я предпочитаю гасилкой все-таки. Пальцы не казенные. Далее. Вот, берете, вытаскиваете отсюда это все. Собака уже надоела там тявкать уже на всех, и Пуся тоже возбуждается весь. Вот смотрите, вот берете вот так. И эти свечи соединяете воедино. Вот так сверху. Просто вот прилепите. Вот. А вот снизу, видите, нить. Вот эту нить вытащите вот так. Сейчас я вам покажу. Просто нужно было, чтобы чуть побольше горели, но я не стала ждать. Вот эта нить, которая крест-накрест. Вот так берете, вот, срезаете и кидаете в огонь. Неважно, сгорит, не сгорит.
Ладно, вы должны срезать. Вот так, пути открыли. И говорите, отныне дороги открыты, заклято. И отпускайте. Вот так. Вот смотрите. Все, дорога открыта, она уже не закрыта, этот перекресток. Символично. И это прячете. Куда-нибудь в доме спрячьте. Можете какой-нибудь мешок, куда-нибудь. Просто положите где-нибудь, спрячьте. У вас дела пойдут, у вас открытая дорога. Когда почувствуете, что опять вот начинаются какие-то препятствия, могут быть, потому что чем больше, тем больше зависти всякой и так далее вокруг. Как только чувствуете, что снова начинается, вот это вытащите, и это можете просто выкинуть, она уже не имеет никакой силы, и по новой проведите. И снова откройте себе дороги. Будет хватать надолго. И подойдет практически любому человеку, потому что эти ритуалы, они уникальны. Один раз вот так порезали, и отныне дорога открыта, заклята. Все. Вот это сказали. Теперь вот эта трава догорит в этот же день или следующий день, смотря насколько поздно вы провели. Когда уже остынет эта трава, выносите. Ну, можете высыпать в какой-нибудь пакет. Выносите и высыпаете из пакета под дерево любое. Ну, естественно, уже остывший пепел. Кидайте туда 4 монеты и говорите: дорога моя отныне открыта. Дальше идете с этими камнями. 4 дороги. Не туда обязательно, откуда подобрали. Можно и туда, в принципе, но не обязательно. 4 дороги, не перекрестка, дороги. Каждой дороге идете, кидайте этот камень и говорите: дорога открыта. 4 дороги находите, и во все дороги кидайте эти камни. И все. Это, в принципе, несложный ритуал. Ну, может, есть какие-то сложности, там, найти травы и так далее. В основном это так, доступный ритуал. То есть не нужно там какие-то невероятные вещи искать. Но зато у вас резко все ваши дела, которые никак не получались, резко начнут идти в гору. То есть откроется полностью. Итак, все, друзья мои. Это не ритуал в прямом эфире, это просто я показала, как провести. Сейчас открою, проветрю, естественно, чтобы это все проветрилось. А определенным курятинам, которые там вот так вот, вот так, вот так вот, получается вот это вот так, и так далее. Вот этим, вот так, вот получается, хочу сказать, работа вот это. А все, что вы показываете, кое-что на постном масле. Не сувайтесь туда, где вас не ждали и где вы никто. Понимаете? Что значит в ритуалах не должно быть слов? Здрасте. Представьте, как одна говорила, зажгите свечу и представьте, как к вам идут деньги. Ага. Свечу зажгла и представила, как они ко мне идут от бедра вот так прямо такой прекрасной походкой, волшебной или как там, легкой походкой. Нет, этого недостаточно. Ритуал. Нет, вы не можете делать ни для мужа, ни для сына, ни для соседей. Все, закрыли тему. Что можно для мужа, я вам уже подарила. Хватит. Ничего из этого вы не можете делать ни для кого. Ни за что. Сделаете, получите по башке. Потом не жалуйтесь. Я устала вам объяснять. Магия – это просьба к силам. Это сила слова. И так далее. А не просто сидеть и представлять. Все, друзья мои, я надеюсь, что объяснила вам четко, ясно. Если что не ясно, потом перемотайте и прослушайте. Всем удачи!